ветрянка, возраст 2,5, переносим относительно легко, ребенок активен, высокой температуры нет. Знакомый врач посоветовал использовать внутрь ацикловир. Стоит ли давать малышу противогерпетичные препараты? Абсолютно нет. Абсолютно нет. Во-первых, хоть и вирусного происхождения, ветряная оспа, но, посмотрите, вы сами отвечаете на вопрос. Поведение не нарушено, нет температуры практически. И в этом случае вы что только должны видимо, есть высыпание, делать. А высыпание без этого ветряную оспу не поставить диагноз. Высыпание. И поэтому ваша задача, чтобы высыпания эти не инфицировались. А для этого не купать ребенка этот период, пока идут высыпания, и подсушивать их. Подсушивать чем? Вы можете там марганцовкой прижигать, но прижигать это тоже зеленкой, это всем общеизвестно, раствором бриллиантовой зелени обрабатывать, спиртным раствором, либо, так сказать, свежезаваренным крепким чаем. Любой выбирайте. Но, как правило, рисуют. Почему? Потому что ребенок тогда, знаете, особенно когда его начинаешь разрисовывать, и говоришь, какой ты красивый, какие точечки мы рисуем, вот как листики и так далее. Тогда он стоит и терпеливо дает все вот эти вот высыпания как раз обработать. А остальное для него незаметно. Поэтому лучше всего вот селеночкой. И практически ничего больше не надо. Поить, кормить обычно. И побольше дайте только в этот период питья и витаминов. Если нет у ребенка никакой аллергии, то это и клюквенные морсы, и брусничный морс, и так далее. У ребенка отит, возраст 1 год 5 месяцев. Врач прописал ушные капли и зачем-то лозолван. А горло у нас не красное. Спросила, зачем, а он говорит, для профилактики. А имеет ли смысл действовать согласно вот такому предписанию? Я всегда, вы знаете, несколько испытываю такую гамму чувств, когда мне приходится отвечать на вопросы родителей по действиям врача. Почему? Наверное, что-то было еще, что дало основание врачу это назначить. Так просто не назначил бы. Но берем такую ситуацию. Если отит, то есть воспаление среднего уха, ребенку какой возраст? 1 год и 5 месяцев. 1 год и 5 месяцев. Ну, как правило, до 2 лет, если действительно такой диагноз установлен, то назначает порой и антибиотики, особенно если это не впервые диагностированное воспаление среднего уха. Если это впервые, то у детей, особенно с 2-летнего возраста, мы поэтому даже антибиотики не даем, у детей может быть самопроизвольно излечиться, но тогда обязательно капать надо в носик. Почему капать в носик? Потому что, как правило, именно воспаление среднего уха у детей развивается у тех, у которых есть воспалительные изменения в слизистой носа, так называемые риниты. Анатомически устроено ухо малыша таким образом, что слуховая труба короткая, широкая, достаточно горизонтально расположенная, и имеется прямое сообщение с полостью носа. И если воспаление в носовой полости, естественно, оно свободно проникает в среднее ухо и вызывает там воспалительную реакцию. Вы сказали капать в нос. Это имеется в виду, что капать? Так вот, капли, как правило, сосудосуживающие. Но если врач расценивает, что у ребенка она не исключает наличие аллергического воспаления, то тогда она дает такие капельки, не только сосудосуживающие, а и обладающие противоаллергическим действием. Чтобы родители не случайно ушные капли в нос не закапали. Нет. Есть специально ушные капли отдельно, и тут положено, как капать. И потом, и еще одно. Когда есть воспаление среднего уха, то капать начинает, как правило, это одно ухо поражается, как правило. Но капать надо начать как раз в 2 уха, в здоровое и в больное обязательно. Это тоже ушные капли, я имею в виду. И сухое тепло, на уши сухое тепло. Сухое тепло – это та же ватка, нагретая утюгом, тоже
какую-нибудь косыночку оденьте, но ухо должно быть в тепле. Ребенку 2 года, он очень активен, почти все время бегает. Мне посоветовали глицин. Стоит ли давать мальчику такой препарат? Ну, во-первых, глицин – это действительно препарат, который в этой ситуации, ну, кто посоветовал? Вот если врач посоветовал, это правильный совет. Может быть, в точку попали и не врачи, но я еще раз говорю, вот цель наших занятий как раз говорить о том, что самолечение нельзя проводить. Самолечение может нанести вред, и поэтому вы должны прислушиваться как раз к мнению врача. Патронаж делают также медицинские сестры, они дают рекомендацию, соответствующую их уровню, и тоже вы должны прислушиваться, но никому другому. Глицин – это самое легкое. Вероятно, у вашего ребенка есть так называемый синдром гиперактивности и дефицита внимания. И при этом синдроме действительно глицин показан. И не всегда даже он вызывает эффективен бывает при этих ситуациях. Иногда применяют другие препараты. Я о них говорить не буду, потому что я даю советы родителям. А выбор препаратов – это удел только врача. И поэтому мне надо сказать все то, что принесет пользу и не принесет вред. Вот что вы можете сделать? Сделайте такому ребенку ванночки с добавлением отвара корня валерианы. Если бы не было аллергии, то можно было бы с мятой, с отваром мяты, но так как мята и любые пахучие травы не могут вызвать аллергию, поэтому рекомендации в данном случае не могу дать по их применению. А вот корень валерианы, он реже вызывает, и то вы делаете сначала отвар корня валерианы, и затем на тыльной поверхности ручки, смочите тыльную поверхность ручки, и через 12 часов, если в течение 12 часов нет покраснений, вы можете тогда сделать ванночки такие с отваром корня валерианы. Если их сделать курсом, допустим, ежедневно до 10, 11, 12 раз, то это тоже может дать положительный эффект. Вот только что родителям. А остальное, если это вас тревожит, конечно, обязательно такие дети должны быть осмотрены. Педиатрами все осмотрены, неврологами. Вот это обязательно. Применим ли ваш совет, который вы только что озвучили для ребенка 1,5 года? Родители спрашивают, можно ли давать какие-то успокаивающие отвары внутрь, я так полагаю, потому что ребенок у них очень активный, засыпает подолгу, 1,5-2 часа, требует, чтобы его укачивали на руках и при этом ходили. У мамы уже начались проблемы со спиной, пишут. Это опять-таки, вы знаете, тут надо делить. Либо ребенок перенес внутриутробно гипоксию, что это называется, еще находясь в утробе матери, отмечалось у ребенка кислородное голодание. К нему чувствительно прежде всего это мозг и сердце, и поэтому может быть такая ситуация, которая в дальнейшем при рождении ребенка проявилась. Есть такой синдром в медицине, синдром вегетовисцеральных дисфункций, когда ребенок меняет, может, день с ночью, ребенок беспокойный, срыгивания у него появляются и другие вегетативные расстройства. И он таким образом ведет себя. И иногда родители, чтобы, маленький, жалко и прочее, и они начинают, чтобы успокоить ребенка, берут его на руки еще в маленьком возрасте, не понимая, что дети очень быстро привыкают к ручкам, и в дальнейшем, когда они уже будут весить под 10 килограмм, то носить 10 килограмм постоянно, это действительно очень, так сказать, как раз тот самый случай. Тяжело. И поэтому здесь примешивается еще и неправильное воспитание. И поэтому просто успокаивать какими-то успокоительными я родителей не советую. Что можно сделать? Это, можно дать внутрь ту же ромашку, она успокоительным обладает, тот же шалфей, вы знаете, но опять-таки все это должно быть тогда, когда у ребенка нет аллергии, потому что все травы обладают возможностью привести к аллергическим реакциям. Поэтому на это обратить внимание. Если нет, можете дать и тот же отвар корня валерианы, но прежде посоветоваться
с педиатром надо, стоит ли, либо вы начинаете, так сказать, ну, не резкое такое перевоспитание, а приведение в соответствии к режиму, но терпеливо и, конечно, с помощью других членов семьи, что будет менее накладно. Тут надо вот дифференцировать, что именно. А если ребенок, у него вот как раз он перенес кислородное голодание, он будет на протяжении всего первого года, да, и беспокойный и так далее. Тут уже по совету невролога вы можете применить вот как травы, так и, например, цитралевую микстуру есть такая, либо другие успокаивающие. Тот же глицин можно дать в растворе, растворить, значит, таблеточку. Вот, и несколько капель. Но это все удел, я повторяю, лечение уже удел врачей. И поэтому сейчас я еще раз говорю, я говорю то, что должны и могут сделать родители, не нанося вред ребенку и в условиях домашних. А остальное все решить. И врачи тогда, особенно осмотр и педиатра, и невролога обязательно, вы получите в результате этого осмотра именно ответ на вопрос, что это, один из вариантов, который я вам предложила, то есть либо это действительно надо лечить, они будут лечить, либо это надо заниматься, так мягко говоря, щадящим, мягким, деликатным перевоспитанием.